Всем привет! А вот я. Здрасте, здрасте. С вами я, единственная непревзойденная Екатерина Вареникова. Я рада вас приветствовать наконец-то на своем игровом канале Пряникей. Как вы уже поняли, мы во вторник не встречались, да, в пятницу мы не встречались, встречаемся сегодня. Что-то мы скатились на раз в неделю, да? Неожиданно, но факт. Вот так. Значит, всем раздаю воздушные поцелуйки. Рассказывайте, как у кого дела, а я расскажу, как у меня дела. У меня холодно. Очень. На улке. Прям бррр. Как будто зима вернулась. Заморозки у нас. Вот так. Баба Катя очень переживает за свой огород. Ладно, шутки в сторону. На самом деле, серьезно, у нас обратные заморозки. Были сильные ливни, такие прям ух, и потом холодно, очень холодно. Надо одеваться потеплее, обязательно одевать валенки и в них ходить на работу. Был, кстати, град у меня в среду, шикарный град. Ну, как бы, мне ничего не пробило нигде, так что все нормально. Ну что? Я предлагаю, у меня уже все запущено, значит, переключаться на игровую сцену и запускать игру. Первое действие сделано. Второе действие сделано. Мне надо будет, чтобы мне сказали, как там голос, звуки игры, все ли хорошо, все ли нормально. Но я вроде ничего не поправляла, но мало ли, может быть. Я буду ждать от вас инфо. Привет, привет, Луднео. Привет. Так, погнали. Йеннифер была права. Цири действительно появлялась на Скеллиге. Она прибыла туда из другого мира в компании таинственного чародея. Девушка и чародей сражались с дикой охотой, а затем бежали через порталы, ведущие в Велен. Причем нормально. Здесь обрывался один след и начинался другой. Гораздо Куда позже не пойдешь, дикая там везде охота начинались появилась на сюжетные острове квесты. Хинтерстьян. Это могло означать, что Цири кошмар. вернулась на Скеллиге. У меня, кстати, еще остаточная каша есть. Не переживайте, все нормально. Все хорошо. Так. Наш герой. Да, я ваш герой. Восхваляйте меня. Я не помню, что я делала. Надо смотреть. Надо вспоминать. Ну я же могу сейчас идти по основным заданиям. Игру немного потише. А я нормально, не как в тазике. Все ли хорошо? Я вот вроде бы... Подожди-ка, дай-ка я проверю еще кое-где в одном месте. Но тут все четенько. Ну, давай я сделаю, например, вот так. И должно, наверное, быть получше. У меня, если что, есть леденцы. Угу. Так. Вот так, может быть, будет чуточку получше. Все, можно идти по основной ветке. Вот, поискать следы труса под священным деревом, используя ведьмачье чутье. Там меня ждет Йеннифер. Угу. Сейчас мы туда и пойдем. Тут надо перемещалку. Где у меня тут перемещалка? Я уже все позабывала. Вот она, перемещалка. Я как раз к ней иду. Хорошо. Отлично. Так. Вон сколько вопросиков. Вопросики, сплошные вопросики. У меня голова кругом шла, когда я в воскресенье играла. Думаю, хочу по вопросикам пойти. Ага, пошла. Не, ну я чуть-чуть-то вот тык-тык-тык, оплыла вопросики. Владос надо мной, конечно, издевался и подтрунивал. Ему было весело. Потому что я как дурында вижу вопросик и забываю про первый вопросик, к которому я ехала, еду к другому вопросику. Но это нормально, да. Это нормальное состояние Екатерины. Она когда видит вопросики, ей обязательно надо по вопросику. Так. Нам надо... Закрыто.
Поискать следы. Ну, вон вижу я следы. Но, подожди. Может быть, надо залезть, да? Так с чего мы начнем? С чего же мы начнем? Пойдем к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Я думала, мы сейчас пойдем сначала на единорога, чтобы у нас там на единороге сделаем все делишки, и потом все будет вообще хорошо. Просто посещение единорога — залог успеха. О, смотри, следы. И там еще дверь какая-то. Погоди-ка. Ай, цацочка. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принес жертву богине. Здесь следы крови. Видишь? Нет. Я, конечно, нечеловечески красива, только Нифига она нечеловеческого нечеловечески зрения, как у красивая. тебя, у меня нет. Поэтому вниз тебе лучше не спускаться. Не обижайся, но в этом буреломе и грязище ты будешь для меня... Как гиря на ноге. Но Я она же хотел может сказать это помогать ему по-деловому, но- своей магией. Примерно это я и имел в виду. Хорошо, как скажешь. Упс. Если что, я помогу тебе заклятиями со стены. Пошла 3-я неделя моего кашля. Хорошо, тогда до свидания. Ладно, тогда до встречи. На единороге. Осторожней. Помни, ты еще нужен мне, чтобы найти Цири. Только лишь для этого? Эй, я пошутила. Ты мне нужен. Точка. Так лучше? Дразнит его. Лучше. Или меня. Или его. Кровь труса. Очень много крови. След сразу видно, по нему и пойду. Ну, пойдем, конечно, последуй, пойдем. Глубокие следы. Очень осторожно. Добрый день. Не подскажите, какой у вас пол и какой вам нравится? Какой у нас пол? Подождите. Так, значит, смотрите. Во-первых, вот так вам. Во-вторых, пол у меня, значит, в зале и на кухне ламинат. 34 степень защиты. В коридоре, в ванной и в комнате у меня ПВХ-плитка. В принципе, он мне нравится, да. Я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Сейчас верну себе чатик. Ты что-то перескочила. Ламинат дощечатый нравится больше? Ну... Слушай, я вообще, когда у меня делалось вот это все в доме, по жутким скидкам этот ламинат был куплен. Прям там вообще конские скидки были. Ну там вот она издает звуки. Ну ладно, мы пойдем по следам. А, вот еще, смотри, у нас тут мистер Вульф. Ой. Просто там ходила еще козявка какая-то. Звуки издавала. Так, у нас тут лежит... Никаких укусов. Трупецкий. Морквард не пожирает жертв. Странно. Наполовину Это года. трус? Нет, он давно здесь Молодец. лежит. Что? Не слышу. Хочешь поговорить? Подойди ближе. Ее чувство и правда слабее. Ну а как? Конечно, слабее. Закрыто. Видно, Моркварду наскучило красться. Волк! Ох ты! Не надо меня тут кусь делать. Они меня делают кусь. Так, какие еще будут вопросы? Готова ответить на любые. Кровь труса. Так, тут мы смотрели. О, одуванчик полевой. Лекарственный представитель семейства сложноцветных. Кровь труса. Ну да, кровь. Понятно. Идем. Зачем тут все вот это вот Трус осматривать? был ранен. Трус был Убежал. ранен. Хорошо. Не знаю, насколько это хорошо. Кровь труса.
Одна и та же кровь. Волки гении предали союзников, чтобы нанести урон? Слушай, мне кажется, они просто балбесы. Так, я думаю, нам сюда. Двери не шелохнулись. Нужен ключ. Должно быть, трус их заблокировал или просто запер на ключ. Надо осмотреться, может, что найду. В самом деле, может, мы что-нибудь и найдем. Надо осмотреться. О, тут тоже закрыто. Ну, пойдем осматриваться, что ли. Мы тут как-нибудь тут залезем. Я не знаю. Поджечь. Давайте все сожжем. Но это мы тут с Йеннифер стояли. А если, подожди-ка, сюда зайти? Ну тут мешок, шкура. Грабли. Ой, наконец-то грабли. Закрыто. И тут закрыто. Тут пусто. И тут пусто. Мама! Это где-то там. Это где-то внизу. Все-таки что-то должно быть связанное с ключиком. Почему мне вот эта вот лупа все показывает? Ну давай осмотрим, ладно, следы. Видно, Моркварк так просто не сдается. Все осмотреть надо. Не успокоимся, Кровь пока все не труса. осмотрим. 355 раз кровь труса. Определилась, молодая или рыжая, или страшно заколдованная, но опытно. Слушай, а если две, Влад? Ну почему нельзя две? Ну пожалуйста. Эти следы должны привести меня к трусу. Ничего они телу. тебе не должны. Вон куча следов. Надо найти. Чего-то. Почему они все еще светятся, Влад? Мне не нравится, что они так много светятся. Красные вот эти. Я же на них уже смотрела. Сейчас он скажет, кровь труса. Как неожиданно. Все вместе не дано? Кровь труса. Ну, Влад, ну, пожалуйста. Ну, давай как-нибудь обойдем систему, там, обхитрим, я не знаю. Как, блять, осмотреть оставшуюся рощу? Что за издевательство? Как ты... Подожди, да, я сделаю сейчас вот так. Пил. Ну, я хотя бы попробовала. Надо осмотреть оставшуюся рощу. Я осматриваю. А в этом толка особо нету. Наверное. Ну, это где-то понизу, наверное. Ну, что за безобразие? Вон лупа дурацкая светится. Чё, я ничего не понимаю. Да, там кровь труса. Обосраться, кровь труса. Опять кровь труса. Ну подожди, я же обходила. Я же ходила и там, и тут. Или где ты хочешь мне сказать идти? Вот тут идти? Ну здесь можно только поджечь что-нибудь и застрять где-нибудь. Вот сюда? А, это где там звуки издавала что-то, да? Вот сюда идти ты хочешь мне сказать? Ну вот, я убила собачку. Ой, смотри-ка, Еще что я одно еще? тело, снова нетронутое. Куськи-кукуськи.
И чё, ты хочешь мне сказать, сюда вниз теперь идти? Все очень-очень странно. След какой-то красный, смотри. Много следов. Много следов. Старых А сейчас и будет... свежих. О, кровь Логово должно труса. быть рядом. Ну и ветер. В самом деле, ну и ветер. А Катя собирает одуванчики. Привет. Я не знаю, когда я пройду. Я не сильно много играю. Залезешь? Вот здесь, наверное, залезешь, да. Сейчас будет... кровь труса. Здесь не перейдешь. Придется открыть шлюз и пройти через низ. Так, нам надо будет сейчас идти через Обычный низ. механизм. Одним рычагом выбираешь ворота шлюза, другим опускаешь или поднимаешь их. И что ты хочешь мне сказать? Мне что надо нажимать-то, ёптать? Что-то мы нажали. А, вон ворота поднялись. Оп. Я что ли разобралась, да? Просто натыкала? Ну вообще, да, кстати, 4-й день лета, и погода-то вообще кошмарная. Не знаю, вот у кого как, а у меня прям отвратнейшее все. Я траву собираю. Великий собиратель, ёпресетейка. И чё я здесь делаю? Зачем я сюда пришла? Следы. Моркварк проломил эту дверь. Должно быть, что-то за ней унюхал. Мясо, давай мясо, давай мясо. Такой пришел. Символ Фрей. Моркварк не пожирает свои жертвы. Странно. Это что такое? Нога, рука, что ли, на цепи? С когтями. Опять выросла. Опять выросла. Вырастает. Я начинаю тебе завидовать. Хочешь историю? Хочешь историю? Ну пусть расскажет, я не Если знаю. без этого не обойтись, рассказывай. Пришли воины. Они знали, что не смогут убить меня. И они устроили В огород западню, траву я собираю. заковали Да, меня, убираю. заперли здесь. Все там нормально, Стравка. Знаешь, что я сделал? Я отгрыз себе ногу, чтобы освободиться. Каждый укус Грыз себе ногу. больно. Я выл, меня рвало кровью. Понятно, что грызть собственную лапу больно. Скажи, Ты больно. не понимаешь, это хуже, когда грыз, пасть горела, как будто угли жрал. Думал, сдохну, но отгрыз, а потом... Блин, это как в каком-то фильме, там Я что-то был прикован к батарее, наручниками, бежал напильник, надо было отпилить себе ногу, что-то такое было в каком-то. Конечно, на алхимию пускают траву. Как без этого? Ну ладно, и какая И какая мораль? мораль в твоей истории? Или ты просто бахвалишься? Мораль. А, это такова. пила была? Ну, блин, прикольно. Ты не сможешь убить меня, не сможешь остановить. А почему не смогу? Я порву любые оковы. Я смогу его убить. Hello! Расколдуй Бонжур! меня. Или Расколдовать. я
вернусь, как сейчас. Он сильно страшный, нет? Он не сильно страшный. Значит, решил поговорить. Только теперь могу. Такое проклятие заставляет кусать. Будем жрать леденец. царапать, рвать, пока не свалюсь. Убить, расколдовать или расколдовать и У тебя убить? есть время. Пока из меня Интересно. вытечет кровь, я вернусь. Слушай внимательно. Да это леденцы просто для горла. Сними проклятие. Освободи, наконец, я дам награду. Сейчас буду много говорить, если будет с горлом печалька. Я ищу труса. Я ищу человека, которого называют трусом. Он приходил сюда, чтобы тебя убить. Видно, Выгоднее всего последнее. не вышло. Те, кто приходит, редко представляются. Как он выглядел? Понятия не имею. Тогда ничем не могу помочь. Я У него глаза разорвал голубые. многих. А что там про какую награду? Что-то говорил о награде. Награбил, в налет. Все пропил, безобразие. Пропил, кроме одного. Чего? Настоящее сокровище спрятал и отдам, только расколдуй. То есть его можно расколдовать, и он мне даст какое-то сокровище? Значит, не весело быть оборотнем. Это не самое дурное. И не то, что я не могу выйти из рощи. Только голод. Все, что я сжираю, превращается в Вот, я тоже об этом пепел. думаю, что Я после не получения ем, награды его прикокошит. не пью, Привет, привет. но я, сука, еще живу. Кусики, кусики. С голоду я себя грызу. На любой кусок жарит. Сам как себя горящий жрет, это какой-то смог. кошмар. Вечный голод. Классическое проклятие. Это объясняет, почему трупы остались нетронутыми. Думай, сделай что-нибудь, иначе я вернусь и разорву. Ну где? Давайте Посмотрим, что расколдовывать. можно сделать. Посмотри и сделай, всем будет лучше. Накормить. Чем мы его накормим? Ну это мясо же... Я не знаю, ну вот рыбу он, наверное, будет жрать. Бутерброд с курятиной. Вот это тоже будет жрать, наверное. Я не знаю. Ну, в принципе-то вот это тоже будет жрать. А сколько ему надо дать? Много надо ему дать, нет? Может ему бухло какое-нибудь дать? Сухофрукты, волк сухофрукты жрет. Вот это вообще бомба. Жри вот это. Попробуем самый простой метод. Моркварк, по своей воле я даю тебе Не эту надо пищу. или надо? А я не превращусь Не подойдет? в пепел. Яблоки ему не подойдут. Не попробуешь, не узнаешь. Ну давай, за папу. Опять, сука! Ему мясо, наверное, не подходит, да? Ну давай чем-нибудь другим. Да, а можно другое? Давай другое. Вот это забрать? Это можно как-то забрать?
Забери. Да, забери. Я что ему дать тогда? Реально сухофрукты дать. Любая еда превращается в пепел? А что же делать тогда? Давай его тухлятиной накормим. Я не знаю. А что еще есть? Я не знаю. Может, попробуем еще раз с мясом? Сука, пробуй. Кормить ему его мясо, и он умрет? Ну подожди, а как мне его тогда Ты что-то расколдовывать? говорил о награде. Награбил. Привет, Хантер. В налетах. Все Я настоящий. кроме одного. Как мне тогда? Настоящее сокровище спрятал. Как его расколдовать? Я отдам, только расколдуй. Член его команды? Ну тогда надо делать вот так. Прощай, Прощай. ничего не обещай. До встречи скорой. Мясо. Мясо. Гниющее мясо. Плюс всякие какашки. И всякие букашки. Так. Хорошо, нам надо что? Просто тупо сейчас осмотреть остальную рощу. Типа того, по заданию. Ни хрена непонятно, зачем. Почему? Так, у нас там есть... подожди, что это там у нас есть? Сейчас я пособираю всякую траву. А потом будем думать. Кровь труса. Кровь труса, в самом деле. Да ну почему я маленькая? Я нормальная. Кровь труса. У нас снова кровь труса. Нифига себе. Тут закрыто. Все еще закрыто. Погоди. Так, у нас есть какая-то... Погоди, надо вот тут осмотреть. Следы ведут к колодцу. Видно, он предпочел утонуть, лишь бы не дать себя съесть. А можно ли в колодец плюхнуться? А там вода, интересно, нет? То есть Йен сейчас надо мной. Эй, слышишь меня? Геральт, ты меня напугал. Прости, я не хотел. Надеюсь, Ты когда найдешь соскучился, труса, а я сразу такая скажи. маленькая вся. Ну подожди, а не будет ли мешать, если я сделаю себя побольше? М? А как это сделать? Я даже не знаю, как это сделать. Подожди, надо же, чтобы это было гармонично все. Так соблюдены пропорции человеческого лица? Нормально? Медвежонок, это собачка. Гав-гав-гав-гав. И вот тут собачка. Вот гав-гав-гав. Волчок. Так, ну пойдем в колодец. Пью! На пол экрана делать? Ну подожди, но как же игра? Ну-ка, давай-ка туда. Нихуя не видно. Прости, господи. Кровь труса. В самом деле. Какая неожиданность. О, человек. Зараза. Он мертв. И довольно давно. Йен, я нашел его! И что? Даже гнильцы бывают в лучшем состоянии. Чтоб тебя.
Хорошо, собирай, что сможешь, и поднимайся наверх. А чё? А зачем? Надо Почему? полагать, у тебя есть план. Нет, обожаю смотреть на гниющее мясо. Поговорим наверху, ладно? Диан, очаровательно, как всегда. Ну, пойдем, Кое-кто хочет с тобой познакомиться. А ты хитрец. Так, новый предмет, длинный меч. Да, она как прошманде одета с змеи этими не зашел чулками. Но голосовые связки целы. Может, мы что-нибудь из него и вытянем? Он не слишком разговорчив. Разговорить можно каждого, даже мертвого. Надо только знать как. Сейчас она наколдует, и он будет некромантия разговаривать. Да? Как и секс до свадьбы. Не забивай голову глупостями. А где наш единорожек? Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты для заклинания? Угу. Кровь новорожденного, язык девственницы и печень трески. Если серьезно. Если серьезно, нет. Я чародейка, а не деревенская травница. Мне нужна только энергия. Много энергии. Хорошо, что мы оказались в месте, насыщенном магией. Которое люди считают священным. Жрицы будут в бешенстве, если ты используешь силу рощи для оживления трупа. А значит, надо все успеть, Ну, пока после они не игры сообразили, я что здесь снова происходит. буду на большом экранчике. Ну хорошо, давай к Тогда делу. за дело. Печень плотвы. Я думаю, ей печень плотвы не подойдет для этого дела. Челайн, Зифраен. Челайн, Давидар. Снег пошел. Она грязная злодейка? Она просто колдунья. Ты трус из Лафотена. Ты пал в бою. Ты вернул. Кончай любезничать с трупом. Девушка, Она серые упертая. волосы, Ну, зеленые кстати, глаза. да. Что с ней стало? Меня это Из-за не Цири его интересует. прокляли? Что с ней стало? Что она тут делала? Говори! 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 Мистер Крабс. О, через портал плюхнулась. Чё как у меня были дела на этой неделе? Слушай, у меня, конечно, на этой неделе был полнейший кошмар, потому что Что смотришь? Помоги. у нас были сильные Нам обоим. дожди, у нас размыло к чертовой матери дорогу. Во вторник. Цири. Ласточка. Во Ты вторник слышишь у меня? нас на дороге засела 40-тонная Сейчас я скания. должен тебя оставить. В среду Мы были встретимся под дожди. скалой утопленников. Запомнишь? Засела бетономешалка. 2 штуки.
Дорога была перекрыта полностью. Скала. Там был полнейший кошмар. Короче, веселая неделька была в части добирания с работы на работу по моей проселковой дороге. О, проснулась. Меня на Я ручках думал, что... носят. Где я? И кто ты такой? Спокойно. Иногда. Ты в Лафотане. А что? На Хиндерсфьяле. А меня зовут Скиаль. Ну, Hi, hello. Откуда? I'm Мы выловили fine. тебя из моря. And you? Я и этот твой друг. Ветра и холода, да. Да у меня в среду град был. Долго я была без сознания. И сколько я так пролежала? Без малого день. Принесли мы тебя утром, а теперь уж дело к вечеру идет. Холера. Долго. Видно, столько тебе нужно было, чтобы прийти в себя. Тут будут сиськи? Отлично. Много тебе пришлось Посрательно, ну пережить. хорошо. И Я вся в тоже свежих рада. шрамах. Да. Я через многое прошла. Я думал, что женщины с большой земли не воюют. В Иногда солярии у них нет, я не выбора. загорала. Я в огороде только загорала. И то я не особо любитель загорать. Где мой товарищ? А где он? Мой друг. Ушел недавно. Сказал, найдет лодку. Пекло плюс дожди, почему он это в вообще маске? жестко. У него что-то с лицом? Нет, он просто не любит его показывать. Хорошо, помогай вставать тогда. Помоги. Помоги мне встать. Может, не стоит? Не выдумывай. Просто дай мне руку. А, вот это мой братик. Стоит его упустить из виду, а он уже тянет к девушке лапы. Астрид, вот глупая. Ты же видишь, я ей встать помогаю. Очень жаль, но придется прервать ваше свидание. Идем, пошли в баню. Куда? Чего рот раскрыла? Хочешь, чтобы угорь залез? В баню, говорю. Девушка, ты вся синяя была и холодная, когда тебя сюда принесли. Тебя надо хорошенько прогреть. Ой, меня сейчас будут в баньке купать. Нет, правда не нужно. Я уже хорошо себя чувствую. Эй, все в порядке? Ты на ногах не держишься. И ничего удивительного, мышцы у тебя еще окоченевшие. Но не бойся, мы с мамой тобой займемся. Куда еще больше? Серьезно, ребята? Боюсь, мне надо идти к скале утопленников. И как можно скорее. Мы тебя силой не держим, но до скалы далеко, а ты едва ходишь. Ты лучше лошадь возьми. Вот именно. Скьяль приготовит лошадей. Посиди тут минутку. Все равно ты будешь на месте быстрее, чем пешком. Хорошо. Большое вам спасибо. Да что там, не за что. Ну пойдем, тебе надо пропотеть. А моя одежда? Я все уже занесла. Идем. Уже все постирали мне, просушили. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А этот в маске. Он должно быть издалека? О да, очень. А откуда? Какая ты любопытная. Ну что ты удивляешься? Я всю жизнь сижу на выселках. Хотела бы я путешествовать, как ты. Как я? Как я ты бы не хотела, поверь. Видела, как Снори разоделся. Весь искрится от золота, хоть глаза закрывай. А где она сама, погоди? Она как-то странно ходит. Добро. Залезай и раздевайся. Догола? Ну, вроде как. Вроде как. Но закрыто, подожди. Куда залазить? Где раздеваться? Закрываем глаз. Обернуться полотенцем. Ну ладно, войти в баню. А почему у нее повязка так и... С полотенцем пойдешь?
Ну С ладно, полотенцем как тебе пойду. удобней. Вот и вы, наконец. Я уже волноваться начала. Ой, Старые мама, сиськи не вечно ты очень волнуешься. интересно смотреть. Всё в порядке. Что, нет? Да, вроде да. Ну хорошо, хорошо. А что ты, деточка, в полотенце? Вымокнет только. Она же с большой земли. Стыдится. Но я все равно в повязке. Я вовсе не стыжусь. Тогда Просто хотела, снимай. чтобы было на чем сидеть. Ага, так я тебе и поверила. Астрид, веди себя прилично. А то пойдешь сейчас с отцом рыбу потрошить. А чё хмуришься? Ну, мы тут лялякаем, а пар уходит. Надо на уголь плеснуть. Слушай, а там, где ты живешь, у вас тоже баня есть? Ай. А. Лучше Ну мне вам о себе не нет. рассказывать. Почему? Потому что обо мне Я могут не спрашивать. сказала бы, а я что не хочу, сиськи в чтобы у вас Африке из-за меня Нет, были я согласна, что сиськи Ну, не в реально уже Африке неприятно. сиськи. Что? Но молодые сиськи Треснуться в симпатичнее, тебя чем по старые уши. сиськи. Весь день сидел у постели и таращился на тебя, как на картинку. Астрид, он же просил, чтобы ты не говорила. Ой, ну раз уж молоко разлили, чего тут? Скияль тебе нравится, а? О, здрасте, нифига себе. А давай вот так. Правду сказать, я предпочитаю женщин. Да, правду поют скальды. У любви много имен. Послушайте, с вами очень приятно сидеть, но мне надо ехать. Понимаю тебя. Кому охота оставаться в этой дыре? Каждый с каждым в родстве, все воняют рыбой. Ты-то должна быть ни с кем не Воняет рыбой. А то другой такой язвы в Лафотане нету. Закрыть глаза и Сиди помазать сейчас старые спокойно. сиськи? Деточка, Скяль, наверное, приготовил лошадей. Но прежде чем ты к нему пойдешь, А я в платьишке. тебе на пользу пойдет. Ну ладно, почему бы и нет? Хорошо, пойдем. В общем, почему бы и нет? За этой дверью выход на причал. Только осторожней, там скользко. Спасибо вам еще раз. Еще раз говорю, не за что. Счастливого пути. Я своим выбором разбила сердце. Ну блин. И чё, в полотенце прыгать будем? Холодно. Сумасшедшая, в полотенце. Ну ладно. Ну вылазь теперь, ёптать. Да, блин, а как она вылезет? А, вот же лестница. Ой, кукундя. Все, давай, вылазь. Вон на барышню наступи. Подожди, а там что еще? Что-то выпить можно куда-то пойти? Во-во-во, пей. Давай. Шо ты? Опа. Снимать платье? Не-не-не-не-не-не. Там водопадик. Хорошо. Встретиться на конюшне. Все, тетки, матетки, где выход из бани? Выпустите меня из бани. Пожалуйста. Где моя одежда? Одеться и выйти. Еще выпить? Не. Все, я в своей одежке, все замечательно. Так, сейчас мы... Сейчас мы оседлаем О, ворну а и вот и подскачем. Лошади уже готовы. Я тоже. Поехали? Послушай, надеюсь, моя сестра не наболтала тебе никаких глупостей. Только то, что я тебе понравилась.
Что? Я же просил. Я не... Ну, ты, конечно, действительно очень... Но... После бани вообще как... Поехали. Как угорелая. А то сейчас темнеет, а Я ты баню спешишь. вообще на самом деле сама терпеть не могу. Просто безумно. Поехали, все. Точно. Надеюсь, когда-нибудь я сюда вернусь. И мы продолжим наш разговор. Звучит угрожающе. Я не это имела в виду. Я поеду на Ньорде, а ты на Сивой. Это старая кляча, но до скалы тебя... Спасайте! Стой здесь! Дикая охота. Я сумею о себе позаботиться. Гонча. И он такой с топором. Ага, я спасу барышню. И что она взяла? Там невидимый меч? Мочи! Тихо! А постой! Все? Все. Екатерина вспомнила. Сейчас прям, ага. Оп. Угу. Так, где у нас там еще кто? Давай! Где еще? Вот еще уродец. Ой, я не то нажала, простите, пожалуйста, великодушно, извиняюсь. Стоп. Подожди, а у нее что ли? У нее на альт получается... Ага. Хорошо, не бей меня, мне больно. Куда скачи? Сесть в седло, ёб твою мать. Сесть в седло и ускакивать. А я там сражаюсь. Что это было? Дикая охота. Рагнарёк. Конец света. Нет, еще нет. Но мне надо бежать. Они меня Ритуал ищут. похлопывания Давай всего. как? Ну, Я покажу тебе дорогу к скале. Похлопаю. Не знаю, как тебя благодарить. Поблагодаришь, когда доберемся до места. Пошла! Надо было, наверное, спросить, а как же твоя семья? Скачи, Цири! Не оглядывайся! Ну ладно. Ой! Быстрей! Да, Быстрей, догоняю! да. Ох! Ой, мама! У меня коняшка устает! Все, мы ускакали от них. Типа то, что мой выбор спас его. Потому что он же, получается, со мной скакал, ну. А там всю деревню... Ай-яй-яй-яй.
Подозревательный момент. Что он там сделал с ней? О, какой-то Добби пришел. Ой, смотрите, какая прелесть! Кто такой? Чудо-юдо какое-то. Что стало с этим существом? Что? Хватит! Война! Говори, что? Я Петь песенки? Блин. Давно не пели, кстати. продал его! Кому? Не знаю! Изыди! Скажи все, как было! Очисти мое имя! Изыди, говорю! Бедолага. Умер еще и мучается. А, это не уродец, это же дочка типа его была, да? Нерожденное дитё. Немного поговорим. Что стало с рощей? Она умерла. Как я и говорила, заклинание требует много энергии. Ты знала, что этим кончится, но не собиралась говорить. Не собиралась. Я знала, что ты будешь против. Твое чувство такта очаровательно, но иногда оно лишнее. Ну ладно, давайте спросим о ее самочувствии. Может быть, нам на единорожике перепадет? Хорошо себя чувствуешь? Да, порядок. Это заклинание. Представь, что ты набираешь полный рот живых червей. Или окунаешься это в гниль. монстрик? Ощущение примерно то же. А я, кстати, оно... Очень страшное кино 2, не помню. Ну, я видела, но я что-то не помню. Ладно, погнали отсюда. Пойдем отсюда, как можно скорее. С удовольствием. Роща! Наша роща! Как вы могли? Мы помогли вам, а вы? Это неслыханно! Это недопустимо. Не пытайтесь меня успокаивать. Я очень зла, и у меня на это полное право. А вы еще заплатите. А, я вспомнила про уродца. Да-да-да. С умными глазами там чудо-юдо какое-то было. Ну, давайте извинимся. Простите. И это все? Ты больше Сейчас ничего они не еще меня скажешь? отпинают. Ничего, чтобы нас оправдало. Я позабочусь, чтобы весь Скеллиги узнал о том, что вы сделали. Подожди, это сделала я. Я одна. Геральт пытался меня удержать, но я не послушалась. Этого следовало ожидать. Менеджер Меня по продажам. предупреждали, что ты чародейки. Ай. Никто тебе дверь не откроет. Никто тебе еды не подаст. Никто твоих ран не перевяжет. Злобные сучки. Йен, ты не должна была это делать. Нет, но я хотела. Я не хочу больше об этом говорить. Надо думать о том, что мы вытянули из Скияля. Мы узнали немного. Но теперь мы уверены, что Цири на Скеллиге нет. Ни в Велине, ни в Новиграде.
Она снова куда-то пропала. Может, куда же она если мы пропала? получим сведения, которые нам удалось собрать, это продвинет поиски? Хорошо бы. Во что же она ввязалась? Не знаю. Но мы вытащим ее из этой истории. Живой и здоровой. Я клянусь тебе. Мне кажется, ключ к поискам Цири — этот уродец, которого Скьяль видел на берегу. Видишь ли, я встретил что-то или кого-то, кто выглядит точно так же. Где? В Велене. В замке. Там до недавнего времени правил один барон. А теперь его правая рука. Сержант Ардаль. Вернись и забери его. Не знаю, выкупи, укради. Самое скверное, на уродце лежит какое-то проклятие. Я не знаю, у них у его всех, разума. когда длинное Очень сообщение, сложно ускоряется Все будет хорошо. болтание. Нет такого проклятия, с которым не справятся ведьмак и чародейка. А скажи, разве... Впрочем, неважно. Ну хорошо. О чем ты хотела спросить? Скажи, ты считаешь, что это может быть Цири? Превращенная заклинанием? Этот Даже уродец, думать об типа? этом не хочу. Геральт, мы должны об этом думать. Возможно, это она. В Новиграде она искала средства от какого-то могущественного проклятия. Я не хочу бередить это сейчас, я же просто с ума сойду. Давай дальше делать свое дело, а там посмотрим. Ну, нет. Мы прошли за Цири весь ее путь по Скеллиге. Пора возвращаться на континент. Перед отъездом я хотела сделать еще кое-что. Кое-что Встретиться важное. со мной на единорожике. Давай встретимся в Ларвике, в зале воинов. Там и поговорим. Ну, у нас еще кое-какие дела есть же. А это может подождать? Извини, я должен еще кое-что сделать. Ну ладно, раз должен, значит должен. Я подожду тебя в Ларвике, но недолго. Если не встретимся, увидимся в Вызине. В конце концов, надо же представить рапорт императору. Цири — это наше дело, и только наше. Возможно, но с императором мы договаривались о другом. Надо с ним встретиться. Ну ладно, хорошо. Надо так надо. Если бы не Имгыр и его агенты, мы бы даже не знали, что Цири вернулась. За это мы в долгу перед ним. До свидания, Йен. Береги себя. Постой! Это дело в Ларвике. Оно действительно очень важно для меня. Я буду очень признательна, если ты поторопишься. Напакостить Йен будет возможность? Ну нет, я не хочу ей пакостить. Я, может быть, единственное, что хочу, встретиться с ней еще раз на единорожике. Я хочу по заданиям посмотреть. Так, тут эти скачки ссаные. Прям именно ссаные. Может быть, мне тут это? Блин, вопросики, ребята, вопросики, ё-моё. Давай я схожу до вопросиков вот этих хотя бы двух. Где моя плотва? Покушать? Покушать? Надо покушать? Тут только темно и страшно. Так, ну да, у нас тут мы навряд ли... Надо будет обходить. Моя лошадь, скорее всего, туда не залезет. Давай, разворачивайся. Вперед, плотва! Я сейчас, наверное, карту открыть и на карте нормально посмотреть, как я туда смогу. Наверное, вот так вот пройти.
Правильно, правильно, правильно или нет? Да, правильно иду. Ох уж эти дороги, ох уж эти горы. Это все, конечно, красиво очень. Прекрасно, замечательно. Очень интересно. Но... Иго-гоша. Блин, а тут всякие вкусняшки лежат. Почему я их не собираю? Вон, зелье варенье, кость чудовища. Это, получается, же те, кого Цири убила. Гнище мясо. Это замечательный обед. Какие-то штуки там. Вкусные всякие. Ремешки кожаные. Замечательно. Это всегда пригодится. В чем я виновата? Я не раздала воздушные поцелуйки, но почему? Держи, Хантер, ради тебя. Нэнси, hi, hello. I love you so much. Yes, I love you, this photo. Oh, thank you. Мне Нэнси прислала сегодня, или не сегодня, короче, фотографию клубнички, а клубничка в виде сердечка. Вот так вот. Я думаю, что эта клубничка очень-очень вкусная. Я бы хотела ее съесть. Ротом. Очень сильно. Но! Белые волки, белые волки. Хача! Пури-чебуреки. Из волков сделаем сейчас. Ха! Ах ты, тебе что ли пофигу? Тихо, 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 тихо. Два поцелуйчика не раздала. Ну почему? Вроде 7 было. Так, хорошо. Сделано. Пойдем, соберем вкусняшки. А там у нас какой-то этот... Там есть купец. Там есть барыга. Пойдемте сходим к барыге. Сталь уж шипит, искры летят. Подожди. Отцов на клинке уж это ж ты. Хрустят? Нет. Он не хочет со мной разговаривать, что ли? Или что, я не поняла? Давай помедитируем чуток. Давай. Поговори со мной. Он не хочет со мной говорить. И хрен с ним. Какашка. Противный какой. Клубничка вкусная, но цены на нее... Да, цены конь. Свою надо клубничку. Моя клубничка только цветет. Но, возможно, в этом году у меня не будет много ягодки, потому что я ее пересадила. Вот, поэтому не факт, что будет ягода. Ну и сейчас еще и морозы плюсом ко всему, как бы вообще хрен его знает, как что переживет. Ну не прям уж такие морозы. Не прям там минус 10, но до минус 2 опускается, к сожалению. Держи. Ну, пошла. Губки в экран не строю, ну блин. Ну а как? Опустевшее селение. Так, погоди-ка, погоди-ка. У нас с тобой... Тут вопросик, и тут типа что должно быть
Задание. Ой, тут эти. Ха, на. Иди сюда. Давай. Иди сюда, последняя засранка. Я тебе сейчас с арбалета просто. На. О, сзади подошла. Вонючка. Так, допустим. Хорошо. Мы сделали 2 вопросика. Кстати, да, про лето вообще. Я вот только до вот этих вот заморозков дурацких, обратные заморозки, да, по правилам они называются. Я только вспоминала, что в этом году май был очень теплым. Прям май был очень классный. Получается, когда? Обычно у меня у папы день рождения 19 мая, обычно на 19 мая выпадал снег. Стандартно. Всегда в большинстве своем выпадал снег. И я всегда, когда думала, что надо, поехать в папе на день рождения, выпадет снег, а я уже на летней резине, и как-то мне неохота на летней резине куда-то там 500 километров пилякать, когда выпал снег. Понятно, что там у родителей потеплее чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть нормально потеплее. Короче, по итогу я не ездила в папе на день рождения. А в этом году была шикарная погода. Я думаю, а почему так май балует? И зато вон июнь поддал. Нормально таки. Замороженное? Тебе надо делать тогда мороженку с замороженными ягодками. Это будет очень вкусно. Так, допустим... А топором умеешь махать, а? Топором махать умею. Ну что там? Это я тут. Давай тогда сделаем так. Давай сделаем следующим образом. Нам здесь надо поговорить с Енушкой. Давай пособираем кишки. Когти всякие там. Сопли этих штук. Дождя-то кот наплакал. Конечно, дождя кот наплакал. Дождя-то кот наплакал. Когда сделать тебя модератором, а что ты хочешь мочь? А? Расскажи мне. Не буду тебе слагать. Спасибо тебе, Гера. Думай, что делаешь. О! Она тут кого-то кошмарит. К себе людей. Они меня спровоцировали. Привет, Люциус. Привет. Да, я видел. Как твои дела? Поговорить? В императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Вар-Ипсиса, специалиста по джиннам. Ипсиса? Как говорят, он сгинул Мы читали где-то про на этого Скеллиге. Ипсиса. Я тут порасспрашивала о нем. Некоторые этого Амоса помнят до сих пор. Я помню, знаешь, Хантер, что я помню? В далеком-далеком детстве из этих, господи, алюминиевые-то такие бочки какие-то были, господи, вылетело слово из головы. И мороженое было в них, и эту насыпали ложкой большой в стаканчик. Вафельные стаканчики были, и были обычные стаканчики, которые несъедобные. Вот это я помню. Почему ты, собственно, им интересуешься? Джинны обычно очень опасные, всегда злобные. Я помню, но игра стоит свеч. Подчинив его, функции я получу огромную силу. А какие она может функции? нам пригодиться. Я не знаю, Владося, ты там? Владося, у тебя есть какие-нибудь сверхфункции?
в состоянии модератора. Мне кажется, модератор может только там, ну, забанить, разбанить. И то не факт, что разбанить может. И единственное, ссылки, по-моему, кидать можно. Ты знаешь, где их искать? Чародеи и джинны. В последний раз Из корабль атомного Амос увидели реактора. у побережья Хиндерсфилд. Ну хорошо, хоть... А потом разразилась буря. Самая сильная за 100 лет. Тогда мы их вряд ли найдем. Хорошо, Чародей хоть пошел из реактора. рыбам на корм, а джин сбежал. Не факт. Но даже если так, я хочу в этом убедиться. Поможешь мне? Золото в награды я не обещаю, но ты можешь рассчитывать на мою признательность. Я бы хотела рассчитывать на встречу на единороге. Раз ты так хочешь. Хорошо, я помогу. Спасибо. На пристани уже ждут Наслаждайтесь лодки. прекрасной игрой. 3. Ну-ка, 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 ну-ка. О, surprise room, thank you. Thank you very much. Я задротина, да. Этот прохвост лгал прямо в глаза. Вижу, ты все уже приготовила? Она все уже Ну да. приготовила. Откуда ты знала, что я соглашусь? Я не знала, но решила рискнуть. Она не знала, но решила рискнуть. Рисковая какая. А тут скачки. Иди. Хоть раз бы взял инициативу на себя. А ты бы позволила. Зависит от обстоятельств. Я могу взять инициативу на себя. Так потом это... Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? Всем места мало будет от моей инициативы. Корабль с джином затонул. Почему модератор где-то это отброс здесь. общества? Ну-ка, Не рассказывай. слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку, и мы сможем понять, когда будем проплывать над островом корабля. Ну тогда за дело. Пустишь меня к румпелю? А я могу отказать? Нет. Ну и сесть. Ну сесть. Садись куда-нибудь. Что-то я не уверен, что мне нравится затея с джином. С одним мы когда-то справились, помнишь? Помню, когда Лютик чуть не лишился голоса. На счастье, его спас твой экзорцизм. Ну, мой экзорцизм. Мне было знать, что это значит. Иди отсюда и отыми себя. Надо было учить иностранные языки. Ты до конца жизни будешь мне это припоминать? Ты сам об этом позаботился. Надо было рядышком с ней, Просил, наверное, чтобы мы сесть, всегда нет? были вместе. А не чтобы ты указывала мне на все мои промахи. Будь осторожней в желании. А если уж желание исполнилось, прими последствия с достоинством. Да. Что до промахов, почему бы над ними не смеяться, если они забавны? Что-то здесь есть. На дне. Здесь слишком глубоко. Ты не донырнешь. Ты меня недооцениваешь. Как раз наоборот. Я даже попросила тебя о помощи. Я Но у меня наложу же на тебя есть- заклятие. На какое-то время оно замедлит твое сердцебиение. И ты Хорошо, сможешь у дольше меня же есть продержаться еще под водой. зелье. Эсат эйх кридери хаун. Готово. Осторожней. Как водичка? Не холодно? Да ну, стреляй, попадай. Нормально водичка у нас, только тут утопцы. Ну как? Ян, ты знаешь, я не люблю, когда ты читаешь мои мысли. Я не читаю твои мысли. Это просто телепатия. Кстати, Где этот тебе есть засранец? что скрывать? Если бы было, я бы тебе не сказал. Видишь что-нибудь Все, интересное? вижу, Здесь вижу. остов корабля и какая-то пещера. Сейчас посмотрю. Поломанные мачты, доски и великое множество утопцев. Похоже, их приманили тела команды, а потом они устроили здесь логово. На носу фигуры клана Друмонд. Это не тот корабль. Возвращайся.
Это не тот корабль. Ну, допустим, ладно. А тут симпатично. А рядышком с ней можно сесть? Ну тут только если взяться за управление. А управлять она хочет сама. Хорошо. Блин. А я в лодке не смогу медитировать. А когда мы найдем Джина, что ты будешь делать? Попросишь новое корыто, потом высокий терем, а потом захочешь стать вольной царицей? Да, в раковине была ритуальная кукла. О Джине или уже о золотой рыбке? Неважно. Оба исполняют желание. Чего хочешь ты? Скоро узнаешь. На единорожике встретиться. Почему она такая упертая? Там что-то есть. Очередной остров. Посмотрим, не здесь ли прячется наш Джин. Мы не сможем медитировать, по-моему, в лодке. Да. Не сможет. Ну, вылазь. О, вон что-то красное. Я нашел какой-то остров. Он тут давно, все доски сгнили. Я кое-что нашел. Баклер со Скеллиги, со знаками клана Хаймэй. Это род Донора. Когда этот щит здесь оказался, Донор еще пачкал пеленки. Прекрасная работа. Что там у тебя? Военный рог с родовыми символами клана Хаймэй. Этот дракар, сомневаюсь, что хоть один из этих кораблей принадлежал чародею. Это старые затопленные дракары. Тогда возвращайся и продолжай. Вот это достойная добыча. Ты нашел Джина? Нет, но для меня это так же ценно, как для тебя Джин. О! Сирены. Здрасте. Да, вот сейчас нифига не видно. Вот тут согласна. Я вредина? Ой, поверь, говорили 355 раз. Я до жути вредна, я знаю. У тебя получается все лучше и лучше. Если бы ты помогала мне внизу, было бы еще быстрее. Я предпочитаю наблюдать за событиями сверху. Как когда мы искали Золотого Дракона и нас сбросило с дороги обвалом? Я держался за сорванный мост, а ты повисла у меня на поясе и наслаждалась видами, помнишь? Внизу была чудесная пропасть, шумели деревья. Романтика поперла. Помню. Хотя мне больше нравился вид прямо перед глазами. Поехали уже на единорожика. Ого, тут как большая территория сейчас будет. Какие-то скалы. И кажется, что-то есть на дне. Я проверю. Ну тут много проверять придется. Ни хренашеньки не видно. Ой, меня цапнуло. Сейчас будем убивать. Нормальный экранчик. Так, вон внизу что-то. Видишь что-нибудь? Здесь не что-нибудь. Здесь огромный кратер, как от метеорита.
Я должна на это посмотреть. Все-таки решила намокнуть. Нет, я наложу на тебя заклятие и буду видеть твоими глазами. Расслабься. Эй, суфальте бейдем, айн эйхте ливайт. Фига себе, расслабься, говорит. Это не метеорит. А что же? Эффект телепортации. Огромная сила срезала морское дно, скалы и все, что было в пределах телепорта. Эй, суфальте бейдем, айн эйхте ливайт. Какую-то сломанную печать я взяла. Серебро, столовые приборы, украшенные жемчугом. Этот корабль принадлежал какому-то богатею. Амос был неизбежен. Вот еще печать. Нет? Что-то перерезало эту корзину ровно пополам. Что-то перерезало эту корзину ровно пополам. Вон еще что-то красное, смотри. Трупак, что ли? Кости таза разрезаны поперек, разрез хирургический. Никаким оружием так не сделаешь. Возможно, то же самое перерезало корзину. Что-то перерезало эту корзину ровно пополам. В самом деле. Чем и скелет. Все, тут ничего нет уже, да? Там труп. Тихо. Его смотреть никак? Нет, его смотреть никак. Ладно. Возвращаемся наверх, только не видно ни черта. Где там барышня моя? Да, мне это... Я как чайка. Мне все надо лутать. Так, вон лодка я вижу, а это эти вонючки валяются. Крылатые. Хорошая часть истории, окей. Ну, давай, залазим. Только половина. Сломанную печать вот мы взяли. Я попробую локализовать другую часть. С точностью метров до 20. И где вторая часть, там должен быть и Джин. Вот именно. Ты готов? Я перенесу нас на счет 3. Нет, только не портал. Ну, только не портал. 1, 2. На единорожика был. 3. Ты сказала на счет 3. Ну, обманула. Да. Так, теперь давай осмотримся. Ян, не спеши, сначала объясни, чего Привет, ты на самом деле меня добиваешься. никто не замучил. Зачем тебе это Сама Джин? себя замучила, если только. Ты уже знаешь, Как у тебя сила дела? Джина бесценна для чародеев. Почему я Патрика не нашла? Не знаю. Именно поэтому я хочу узнать, я и Спанч как ты Боба там не собираешься её видела. использовать. Ты не стала бы тратить столько трудов просто так. Да, это важно для меня. Очень важно. Как там хрустовая шея, Сколько кстати? это продолжается, Геральт? Все это между нами. 15 лет. 20. Мы расходимся, сходимся. Нас будто притягивает друг к другу. А я все еще не знаю, настоящее это чувство или просто шалость Джина. А, вот в чем дело. Ты про мое последнее желание. Ты попросил Джина, чтобы мы всегда были вместе. А я хочу отменить это желание. Почему? Зачем тебе это? Чтобы узнать, что случится. Будем ли мы по-прежнему важны друг другу? Или станем чужими? А если я не хочу этого знать? У В тебя огороде уже нет копаюсь, да, когда тепло. Пойдем, Но вот сегодня я в обычный основном в своей тепличке была, помидорки подвязывала. Кстати, ребята, у меня на днях, ну, они набирают цвет, но на днях зацветут полноценно, нормально, желтенькими цветочками помидорки. Чудак этот Амос. Вот так. Он пожелал, чтобы Джин перенес пол корабля на вершину горы? Не обязательно. Джинны по природе злобные и проказливые. Этот мог просто исказить желание господина. В таком случае не желай, пожалуйста, чтобы я исчез из твоей жизни, ладно? Я еще не решила, как это сформулировать.
Ну так ты реши, как это сформулировать. Здесь искать нечего. Ножницы. Ничего интересного. Устала она, значит. Другой жизни захотелось барышня. Так, и... Пойдем вниз. Любопытно. Любопытно. Ну, посмотрим. Мне на что смотреть. Тайна тайн Агнессы из Гленвилля. Так, какие-то сандали. Отличные ботинки. Похоже, удар о землю был столь силен, что их владельца из них просто выбило. Ну, посмотрим. Ну, там не сидит Джин. Должно быть, здесь чародей спал. Кровь. Кого-то тащили по земле, или он сам проехал, когда палуба внезапно перевернулась. Корешки мне? А еще у меня перчики. Разные сорта, да, разные. У меня... Сорян. У меня будут шоколадные черри. У меня будут... там разношерстные должны быть. Желтые, красные, всякие оранжевые. Тоже маленькие черики. Потом должны быть сливки. Сливки желтые, сливки красные. Должны быть огромные помидоры. Один сорт называется Черный принц. Они будут огромные, по-хорошему. Такие прям красно-черные. И не помню второй сорт какой. Тоже большие красные помидоры должны быть. Вот. Перчик у меня... Ну, такой обычный, как болгарский перчик. И такие длинные будут перчинки большие. Сладкие. Еще есть острый перчик. Здесь ничего 2 нет. кустика. Вот. Еще баклажаны есть. Здесь искать нечего. Это все в теплице живет. Оно скоро будет по-хорошему все цвести и плодоносить. Я буду очень довольна. Мощь первоэлементов Джан Батиста. А шоколадный глаз я, Хантер, не выращиваю. Нет. Да, Черный принц. Огромный вообще должен быть по-хорошему. Причем, знаешь, самое такое забавное, что было. У меня, короче, была не до конца доделана теплица. Я высадила туда уже всех своих детенышей. Значит, не была доделана форточка. И все это дело не проветривалось нормально. То есть была открыта только дверь. И был один день очень жарко. Я была на работе, приезжаю с работы. А у меня, короче, дверь закрылась. И все мои детки там поджарились. Просто они зажарились, реально зажарились. Они подсохли все очень сильно. Им всем было очень плохо. Остался стоять только один помидорчик более-менее нормальный. Я думаю, ну сейчас я поскорее их полью всех, пока, короче, все живы вроде еще. Давай поливать, и как-то так зацепила лейкой тот единственный помидорчик, который был более-менее живой, и сломала его под корень. У меня там, я не знаю, моей боли не было вообще предела и границ. Я так расстроилась. Я думаю, ну что, выкидывать буду? Потом думаю, нет, не буду выкидывать. Поставила его в воду с раствором, который ускоряет рост корневой системы. Он дал корни. Сейчас цвести скоро будет тоже малыш. Так что вот такая вот история. Я его чуть не выкинула.
Господи, лимонный сок прыскать. Это жестко. Это прям жестокая пытка. Подожди, а я не поняла. Мы обыскали корабль. Где еще что обыскать? Да. Да, балда. Где еще что искать-то, барышня? Что-нибудь, может, где-нибудь непонятно где? Мы сейчас упадем еще здесь, ага. Будет вообще классно. Уже зона обыска-то достаточно такая. Показывается у нас большая, да? О, какая-то там черная дыра. Блин, ну просто как-то странно, да? Я посмотрела. Все везде. Все везде посмотрела. А мне так и говорит она обыскать еще. Еще обыскать. А что еще обыскивать? Что-то я внизу не доглядела. Так вроде нормально все поглядела. Это смотрела. Кого-то тащили по земле, я сам проехал, когда палуба внезапно нормально таки. Катсценка началась. Ян, кажется, тебе стоит на это посмотреть. Что там? Это Амос. Почти как на гравюре в книге. Только с проломленной головой. Мы умрем? Это Джин его так отделал? Нет, он бы не напал на господина. Больше похоже на несчастный случай. Когда разразился шторм, Амос, наверное, произнес желание в стиле «Забери нас отсюда хоть на вершину горы». И Джин исполнил желание дословно. Потом случилась жесткая посадка. Амоса вырвало из башмаков и швырнула о стену. А книжная полка довершила дело. Она Шерлок Холмс. Избыток власти убивает. Ну давай обыщем тело. Если он погиб при телепортации, то печать может быть по-прежнему у него. Если я сделаю себе еще больше... Браво! Пойдем на палубу, я кое-что придумала. Когда мы будем на единорожике, там не будет всего видно. Подожди, а мы все тело осмотреть? Законсервировал останки. Он умер от травмы головы, полка расколола ему череп. Ну вот, да. Приземление на вершине было очень жестким. Как она и сказала, а ты не верил. Отойди-ка. Что ты собираешься сделать? Вызвать Джина и схватить его? Вряд ли ему это понравится. О, как интересно. А чё ртом не двигает? Разговаривает, не открывая рта. Сейчас корабль поплывет. Сейчас будет арабская ночь. Ты его ослабишь, а я заключу в шар. Может, поменяемся? А как мне его ослабить? Ой. Может быть, ему взять... Подожди. Ирленд какой-нибудь. Нет, мне надо себе сделать Квен, во-первых. Ну, я могу его так хоть потянуть, как бы, да? Да подойди ты чуть-чуть. Не будем ничего выдумывать, я его так попинала. Убивать облако мечом, нормально. Твой господин умер, прежде чем произнес последнее желание. Я не могу покорить тебя. Мы можем бороться до бесконечности. Или я могу тебя выпустить, если ты кое-что для меня сделаешь. Ты видишь заклятие, которое связывает нас? Только Джин может
и будешь свободен. И буря утихла. Да, все кончилось. Может, сядем? Ты что-то бледновато. Вовсе нет. Ну почему бы не сесть? она просто замерзла уже. Тебе уже лучше? Я же сказала, со мной все в порядке. Не притворяйся хотя бы передо мной. Бой был тяжелый. Может, не настолько тяжелый, как в прошлый раз, когда мы приручали Джина, но все-таки... Это вообще ни в какое сравнение не идет. Тогда досталось половине Ринды, а сейчас я просто устала. Она просто Спасибо, устала. что пришел со мной. Одной мне пришлось бы тяжко. Никогда не мог тебе отказать. Может, теперь это изменится. Не будет чувствуешь больше покатушек на единороге. Что-то изменилось. Я ожидала, даже не знаю чего. По крайней мере, головокружение. Ну подожди. Я думала, ты станешь мне чужим человеком, что я взгляну на тебя и ничего не почувствую. Но все совсем не так. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Нифига подобного. Может, Джин нас все-таки обманул? Почему? Я тоже не чувствую, что что-то изменилось. Я люблю тебя. А я тебя. Ай, ты чего? Это чтоб не было слишком сладко. Вкусное. Мы делали это уже столько раз, а у меня ощущение, будто это был первый поцелуй. В определенном смысле так и есть. Кроме того, после слов «я тебя люблю», поцелуй должен казаться другим. Может, испытаем еще кое-что? У Амоса вполне уютная каюта. Геральт, не пережимай. У нас будет еще масса времени на уютные каюты. Засмущалась, Думаю, мир не ага. рухнет, если мы тут немного посидим. Романтика. Здесь красиво. Угу. Духи Скеллиги благоволят нам. Так. Они вместе стряснули или она одна? В следующий раз Вместе. поедем верхом. Лошадь с такой круче не спустится. Что теперь? Ну, теперь я поеду в Изиму. Может, еще пососемся? Йен, то, что случилось. Было очень приятно. Давай не будем все портить и копаться в деталях. Я к барону. Заберу у него Уму, потом вместе с ним поеду в Каэр Морхен. Я присоединюсь к вам, как только смогу. До свидания. Береги себя. Но нам еще надо с вами доделать много заданий там на Скеллиге ведь. Даже? А мы сейчас с вами где?
Мы служим той, что Говорят, вечно делает. так завоевывают давно наследие. А в дарах разбойника. Мы на Скеллиге еще. Тут как бы дофига вопросиков непосещенных. Так, ну пойдемте, хорошо, скажем чуваку, что мы хотим забрать какого-то Ума Турман. Бродяга. Ну слушай, насчет как бы того, что знаки внимания не покажешь, сразу бунтуют, но барышни, тут ничего не поделаешь. Я могу только сказать терпение, терпение и еще раз терпение. Подожди, а это мне надо переместиться куда? Это мне надо в Велен переместиться. К барону, да? А у нас, слушай, тут осталось что-то не сделанное. Да, тут же это дерево дурацкое. И там были же эти... Пум-пум-пум-пум-пум. Туманники. Да, тут же. Тут дерево огромные туманники. Так, подожди, а где сержант этот? Почему он у нас не... Или я не сюда тыкнулась? Да вроде же тут должно быть. Вот тут у нас же замок барона. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Дерево Ума, будет по сюжету самый потом? отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Геральта повесит. Жестко. Козёвонько. С грустными глазками. Почему странно не отображалось, да? Задание. Скажешь, где золотишко прикопали? Сколько шагов сегодня находила? Давай скажу. Сейчас по телефону посмотрю. Что-то порядка 4979. Я сегодня не сильно много ходила. Видишь, погода не очень хорошая. Давай сделаем вот так. Медитация. Это что у нас это? Как-то непонятно. Хорошая погода должна быть. Солнышко. А я сегодня получил горбушку. Да ты молодец, горбушку хлеба он получил. Я сегодня важные дела в тепличке сделала и в основном дома торчала. Ой, кстати, можно продать эти... Хочешь посмотреть наш маленький склад? Хочу, покажи мне свои товары. Я сейчас буду ему медвежьи жопы продавать. А у меня только гнилое мясо. А, ну вот, есть. Шкура оленя. О, смотри-ка, что я сейчас у него денежку-то вон как подзаберу. Ну, огнище мясо возьми еще. А это у нас золото, да? Морская раковина, а это просто столовый прибор. А ну-ка там что? Алкашка. Нам не нужна алкашка. Я не бьюся. Зелье какое-то интересное. Не знаю, что за зелье. Так, ну а шмотки... Ну, а шмотки и мечи мы не будем им продавать. Мы сделаем это кузнецу. Продадим. Все подороже. Один раз так набрался, что из ушей кровь пошла. Да ты чё? В самом деле? Разбойник на рассоле я не видел. Загадку новую услышал, ну-ка. Она у всех одна, она каждому нужна. Жопа и голова не подходят, и ты не можешь разгадать.
У всех одна, каждому нужна. Я не знаю. 24 810 шагов, 14 километров, 1186 сожжено всяких штук. Это ты куда так ходишь? Офигеть. Я бы, наверное, чокнулась только ходить. Так, мне надо еще в мой тайничок положить вот это дело. Трофей суккуба. Дополнительное золото. У меня тут вон сколько трофеев из чудовищ. О, можно камушки еще поскидывать. Все камушки в кучке будут и не будут мешаться. А потом, когда мне надо будет что-то куда-нибудь вставить, я возьму и вставлю. Опа! Замечательно. Так, пойдем. Где у нас там? Скажем, что нам нужна маленькая козявка, которую мы заберем. Сержант! Но... Сердце это оно. Жопа с ручкой все-таки подойдет? Нет. Если я буду ходить на работу пешком, то у меня тогда, получается, будет в день 100 километров. Я умру. Я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. А где? Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. А это было бы ошибкой, смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Конечно. Мне стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Хай. Забирай его, сходи к конюшему. Это шутка. Там шутка. Владос, напиши, пожалуйста, что это шутка про конский навоз. Типа на огород. Ну, я знаю, что он уехал с женой благодаря мне. Я же помню это. Что они тут машут своими? Там кто-то сморкается. Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него им будет. Блин, интересная загадка. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что? Так ведьмаки развлекаются? Конечно. Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Открывай дверь, живо! Она у всех одна, она каждому нужна. Привет, малыш. Ну это он и есть, да? Вот плотва. Мы на ней поедем в Кэр-Морхен. Ну, пойдем. Что за...
Хватит дурачиться, едем. Он хотел крысу поймать. У нас гости. На нильфгардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, никого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. А в Изиме Йеннифер должна быть. Очень интересно. А третья армия возьмет... Уродец знает все секреты? Позвольте заметить. Разведка сообщает, что гарнизон Бенглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. Император, Йеннифер. Смотри, смотри, смотри. Воображает чудо маленькое. Я позвал тебя не любезностями обмениваться. Докладывай. Ну, я в платьишке и, естественно, в белье. Как же без этого? Кусики-кукусики, привет. Рассказывать, доставать, показывать? Все нормально. Все хорошо. А у тебя как дела? Рассказывай. Земля или солнце? Ну, земля она, солнце оно. Спасибо, Вадоська. Что за шутка без смеха? Ну, блин, я не знаю, это шутка, не шутка. Ну, это шутка, наверное. Просто шуточный сбор, да? На конский навоз. Так. Ладно, он хочет, чтобы я докладывала, да? Ладно. Как пожелаешь. Этот человек — ключ к поискам Цири. Мама, говорит. Я даю тебе 3 свежих следа. Предлагаю помощь разведки и придворной чародейки. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело. Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай, я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Нифига себе. Могила или смерть с косой? Как-то жестко. Да, кстати, ты сам сказал, что это не жопа и не голова. Я прошел по следам, которые ты мне дал. Сперва Цири появилась на Скеллиге с каким-то эльфским чародеем. Ну, об этом Йен знает больше. Там их выследила дикая охота. Им пришлось бежать в Велен. Там их пути разошлись. Цири провела некоторое время у тамошнего барона, который
Я знаю своих пленников. Барон отправил ее в Новиград. Цири перешла дорогу новиградским бандитам, и ей пришлось вернуться на Скеллиге. Там она встретила своего товарища-эльфа. И дикую охоту. Им пришлось вместе уходить в море. А на следующий день их лодку прибило обратно к берегу. И там был он. Что же? Скромная почему? Ну потому что вы так и воспитаны. Но я вижу, вы зря времени не теряли. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием, и в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы. Но мы не знаем факсом. формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Кайдмин Фоле, Глайды в Дорне Айптенайт, Бундроитне, Яхаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю... Что-то оно там ню говорит. Пожалуй, я смогу. Но надо... На единороге Подробности встретиться меня с Геральдом. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половину условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Ну ладно, пусть так. Пусть будет так. Аудиенция окончена. Язык показываете? Куда подевался твой ехидный юмор? Ты была покорна, как студентка Аритузы в кабинете ректора. Я просто знаю, когда стоит придержать гордость и слушать. А, я понял. То есть ты показываешь мне когти, потому что я простой ведьмак. А... Послушай, Геральт, ты действительно хочешь это обсудить? Сейчас? Давай ссориться в более Ну типа да, подходящее уродец был время. И в уже зале, где у меньше барона, когда Цири там была. Оно же не могло все там как-то так. Все быстро Как мы произойти. снимем проклятие Сумы? Надо отвезти Что она в его один день Каэр-Морхен. от него уехала, и в этот же Геральт, день пришла прости, бабайка но я не этой. сумею перенести тебя с Умой и плотвой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепорт. Что-то там ковыряется. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. А, это эта Да. штука? Я поехала. А как же Долгие поиски поцелуй? Цири привели Геральта к мысли, что ключом к Напоследок, на разгадке тайны прощание. послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Игра строит интриги, Проклятие вообще следовало кошмар. снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар, в ведьмачью крепость Каэр-Морхен. А когда уродец был? Ну когда-то же он был у него. О! У нас дракон. Плотва. Успокойся. Велохвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Палочки, которыми суши-роллы кушают, да, умею. О, кого ветром принесло. Долго тебя не было. Долго.
Ты все знаешь, но ничего не скажешь. Мы скучаем по вам всем. Вот сюрприз от твоих друзей из Техаса. Удачной игры. Oh, thank you very much. Thank you. Блин, спасибо. Пассажир все время вертится. I love you so much. Так, что у нас тут? Множественные деформации. Глаза, уши, ноздри, заячья губа. А это... Не трогай, говорит. Тише, тише. тише. Мама говорит. Вот холера, права была я. Не красавец он, конечно. Да ты немногим лучше выглядишь. Где ты так изгваздался? Изгваздался. Я известь для раствора крошил. Нужно стены подлатать. Хочешь все палочками кушать? Многовато работы для Не пополнилась шоколада, наверное, потому что с борта, наверное, до конца мая у меня был настроен. Понимаешь? Понимаешь? Сейчас, погоди. Ну, конечно, он же закончился. Надо просто скрыть. А я уже не могу отредактировать то, что есть. Никак. Надо просто скрыть его и все. Сейчас, погоди. Давай сразу спрячем. Ой, я не могу, у меня ОБС-ка куда-то спряталась не туда. Ну и ладно, тогда будем продолжать. Ну да, они должны были его заполнить, но видишь, он кончился 31 мая, к сожалению. А ссылка осталась. Я просто сегодня, когда села играть, я не проверила. Ян уже здесь? Козюлька. Здесь. Еще как. О, вы поссорились? Гера, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась и навоз протух, значит? Нет, навоз, значит, стал вообще прям топчик. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила. Кровать поискать. Хорошая была кровать. А на мою кровать я ей то же самое выбросила? сказал. Дубовое основание, пуховый матрас. Трис всегда говорила, что... Я жопу с ручкой деловая. Деловая колбаса. Вот так говорили. Да. Или ей просто не нравится дубовая мебель. Или просто там будет единорог стоять. Так что задумала Ян? Хотел бы я Thank you very знать. much. Она I не love you so объяснила? much. Она сказала, что ей нужно, чтобы снять заклятие. А вот как она собралась это делать, молчит. Хотя мы спрашивали. Может, у нее есть на то причины? По крайней мере... Искать кровать модную сковородную кровать. Она там себе решила и не хочет, чтобы мы мешали. А где все? Ну ладно, да где все? Эскель охотится на велохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. А Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, сожрать одним мед, выстрелом лимон, двух зайцев. пилюли, Ламберт поставить еще укол в жопу, замке, носить маску, сидеть собирается дома в и горы, пить чтобы горячую наполнить воду или филактерии чай? энергией стихии. Окей, будет исполнено. А Ян? Собирает мегаскоп. Хотела и меня Это, загнать кстати, себе в чё? помощь. Я 3 должен недели, был да? бегать с какой-то пищащей штуковиной и Да. чего-то там искать. Да я Ну, слишком уже стар для таких достаточно глупостей. чуть-чуть, только когда много Пойду с ней разговариваю. поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе Там будет бросится на шею. сережка, поэтому она и психанула. Все понятно. Ребята, мне все ясно. У меня так один из супервайзеров говорит. Мне все понятно, все понятно. Ничего не понятно, но мне все понятно.
А, подожди, это... А что это за круг? А, это там ей что-то надо помочь починить. Ну-ка, дайте посмотрю. Это помочь Йеннифер починить штуку, это поговорить о походе. Но можно и тому пойти помочь убить Велохвостов. Почему бы и не помочь? Так ведь? Почему бы и не сделать доброе дело? Вот сделал дело, гуляй смело. Нет, у меня кровать самая простая. Кто такой супервайзер? Супервайзер — это человек, который начальник над торговыми представителями и мерчендайзерами в моей конторе. Вот. Типа маленький начальник филиала. У нас так. О, а тут какие-то ремонтные штуки. А это что? Это я куда пойду? Это я куда пойду? А, это я пойду Йеннифер помогать. Нет, я не хочу Йеннифер помогать. Может быть, вот это хочу тогда сделать. Поговорить с дядькой. Вообще, по-хорошему, мне скоро надо будет заканчивать вот эти вот уже мои игрульки на сегодня. Так, ну давай поговорим. Что там, эликсиры варишь? Нет, вазы носит, самогон нет. из зачистков. Я так понимаю, к моему приезду. А, это же этот, который недоволен на меня был. Госпожа Чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это Горшконосец? нужно, чтобы снять проклятие с вашей уродины. Ну, возможно. Надо пересмотреть, конечно, должностную инструкцию. Может быть, именно так оно и есть. Ты знаешь, что это, и как ты выразился, уродиной, может быть Цири? Угу, я слышал. Так может проявишь немного сочувствия? Я называю вещи своими именами. Такой уж у меня характер. Ну так ты сам урод. Ладно, неважно. Не хочу с тобой ссориться. Правда. Не стоит терять времени. Уродина ждет. Ламберт? Ой, извиняюсь. Потенциальная Цирилла. Он мудак какой-то. Звучит не слишком восторженно. Супергоршконосец? Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Штука это. Ну что, ты готов? Готов. Пойдем. Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда, как во время испытания медальона? Верно. Помнишь, как идти? Сейчас мы вот это сделаем. Тот, и кто на сегодня с все. медальоном вернется, докажет, что всего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Осталось еще от Саволы. Передразнивай. Замуровали. Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что нормально, я срезаю. Просто так плюх и все. Паркур. Тебе нравится Ламберт? Ну я не против. Нам что, плыть через весь пруд? Хорошо, если он тебе нравится. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз, вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет. Стих про Ламберта? А какой стих? Где стих? Долго мы еще будем идти? О, а там у нас эти Квазимоды.
А у нас... Мы, подожди, арбалетом будем стрелять? Стреляй еще. Ну давай убивай тогда. А чё он, я не понимаю, стоит там что-то просто? Неплохой выстрел. Ну, конечно, неплохой. Я тут сражаюсь, пока ты там что-то... Давай. Отличная игрушка этот арбалет. Надо... Ну, я поражен. Где ты этому научился? В пизде, блядь, я этому научился. Сказал мне пару приемов, когда я был в Зарекании. Ладно, ладно. Припаси свои побасенки для очередной чародейки. Я не вижу ничего хорошего в его прямолинейности и бестолковости. Я бы не сказала, что это прям прямолинейность, он просто мудак. Который не умеет махать мечом. Все, я все сказала. Ну хорошо, что он скажет так, это, ну там, на что-то намек или что, я не пойму. Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Среднее. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал. Привязывал. Да ты что? Я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза. В таком тумане мы никогда не... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. И лодка уплыла в кусты. Зато Геральт умнее, чем этот лопух. Ну, я так думаю. Ну, вот она, лодка. Он что-то вообще медленно ходит. Водная баба. Ее еще тут не хватало. Подожди, где она? Я хочу взять. Сейчас ты сдохнешь, старушка. Так, вход в пещеру с другой стороны. Видишь? Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. И мы на Это месте. не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только 2? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Ну хорошо. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это Трудный моя момент он не подведет. Но я надеюсь, что он не подведет в трудный момент. Так, сейчас мы заберем. Привет, Шипунечка. Он не успевает никого ударить. Он, значит, капуша и улитка. Сам эту посудину делал? Да? А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Ну, туманище. Ну, вон земля. Я вижу деревья. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага.
Хочешь стих? О, стих. Валяй. Давай. Ламберт, О! хер моржовый. Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Я это слышала. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку кашлять. Фига агрессия просто на ножках. Хорошо. Мы уже близко. Почему я не ковбой? Ну потому что я не ковбой. Офигеть. Какая неожиданность. Готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Так старый грот еще там сидит? Если только не оказал нам услугу и не сдох сам, то да, сидит. И в любую минуту может выйти. Как там было в нашем стишке? Чутко дремлет старый грот? Кто надо дать ему... тот умрет. Пойдем. Ну ладно. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто кроме нас не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Да блин. Я не знаю, ну может проверить? Нафиг, проверим. Давай на всякий проверим, случай. на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Ну не между дверей. Просто там... Как туда залезть? Где заход? Ну вот. Эй, малыш. Спокойно, ты уже в безопасности. Ну, да, ладно. Ну хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. В голове моей туманы маны. Ну давай. Тихо. Тихо. Ну он долго там что-то ковыряет. Тихо. А, я там застряла между ним и говно. Блядь. Это пиздец. Вот это вообще неприятные, блин, моменты. Иллюзия. Кто бы мог подумать? Просто между деревом и этим туманником, блин, застряла. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, Тут как прибожек куча славного Геральта наваливает. из Ривии обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Пусть лучше он споет балладу о тебе, Ламберт или доставучий ведьмак. Лучше быть доставучим, чем наивным. Дольше проживу. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Спасибо. Один из наших. Пока-пока. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и Я голос. сейчас буду, кстати, заканчивать уже. Я надеюсь, мы сейчас Меня уговаривать не нужно. сделаем вот это Знаешь, все быстренько. Я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит. Ламберт. Хер моржовый. Войти в пещеру. Побежали скорее в пещеру. Сделаем все пещерные дела. Так, нам надо выпить кошку, да? Нам сказано выпить кошку.
Как она выглядит? Я забыла уже. Это касатка, чтобы дышать. Отличная кошка. Вот так. Сейчас мы еще жоп наберем медвежьих. Кости, измельченные в пыль. Да, старый грот не любит гостей. Старый грот съел бутерброд. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Куртки из чего сделаны? Да всякая кожа, Но да, даже ему всякая порой г. нужна помощь. Слава Весемира. Готов? Готов. Вот жердяй! Не жердяй, а мышечный. Раз, два, три. Конечно, сплю тоже в платье, как спящая красавица, и подбегает 7 гномов и целует меня в щеки. Эту стену можно было бы взорвать ардом. Ага. И разбудить старого грота. А ты что, боишься? Нет. Просто я обычно думаю, прежде чем что-нибудь делать. Разве? Я сейчас не очень думала. Все ёбнула. Вот холера. Можешь топать потише. Да ладно тебе, я поскользнулся. Так, ну погоди, ну... ну можно вот так. Не разбивая ходить. Ну, типа, чтобы этого не разбудить. Кости, измельченные в пыль. Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Главное, чтобы не осколок льда. Не то станешь еще вреднее. Петросяны. Так, он идет вообще там за мной, нет? Мы сейчас куда-то придем. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не И возражал. снова здравствуйте. И снова как ваши дела? Смотри, как сладко спит. Спит. Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Ну нет, наверное. Нахрена он нам? Пусть дрыхнет. Давай, залазь. Сменил место работы, и как оно? Лучше? Так, мы прошли через пещеру, хорошо. Наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Что? Лол. Что необычно? Ничего не понятно. Не знаю, перед кем ты выпендриваешься, на меня подобный пафос впечатления не производит. И кто это говорит? Весемир рассказывал, как вы Ну выполняли слушай, заказ Люциус, главное, для чтобы нильфгаарцев, тебе Велин. было комфортно. Что ты делаешь? Убиваю чудовищ. А ты говоришь. Это случайно вышло. Пойдем уже. Где там у нас круг стихий? Ты глянь, как он от нас удирает. О! Тролли обычно себя так не ведут. А чё с ним? А куда он бежит? Можно выпить этот штука, которая нейтрализует все, потому что у меня еще как эта штука называется?
Почему он убегает? Почему он убегает? Ведьмаки, не ходить дальше. Анекдот про спящую красавицу, подожди, сейчас почитаю. Гора тролла. Спящую красавицу съели гномы, и главный гном говорит... Гора тролли. Ну, поговори. А почему в губы не целовать? Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать. А иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупица, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Он разозлил. Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями. Ну ага. Где этот пентюх? Три. Пришли. Как мы бросить камень? Вы не ходить. Ведьмаки не понимать. Понимать. Но мы все-таки В должны губы не идти к целовать, кругу чтобы не стихий. проснулась. Понятно, понятно. Мы к вам в замок не ходить. А там много камней. Да блин, это просто шутка была про конский навоз. Что в огород не перегной, там все такое. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Сейчас у нас будут Мы вам плохого переговоры. не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечать, только болтать. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Добрый вечер. Я диспетчер. Привет, привет. Как дела? Будет так. Вы здесь оставить острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Мы бить. Если нет, мы бить. Ну ладно, оставим Будь мечи. по-твоему. Оставим здесь мечи, но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу. Щиплет рот, не надо в рот сувать же ж. Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Щиплет рот. Ну все, побежали тогда. Ты, видно, не тот путь в жизни выбрал. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. А он зануда. Нам же надо что-то сделать. А у нас выбора другого нет. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. 100 мешков навоза. Но мне 100 не надо, у меня... Я 2 мешка покупала. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт. Да, ты говорил, что костюм кота самый модный. За грубияна? Возразить нечего. Ну хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Обгорел, загорался? Да я тоже вроде нормально. Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух.
каком-то порядке, что ли, надо? Или нет? Геральт. А. Нет. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. Ну мне не надо столько конского навоза, мне 2 мешков хватило. Нет, ну я еще потом куплю. Ну мне надо, мне не повредит. Вспомнил. Я использовал аксии. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да, полезный знак. Мне земелька недавно очень мне тугая, жизнь спас. очень такая прям. С ней надо очень много работать. Интересная история. Отменная. Напали на меня 2 разбойников. Один целился в меня из арбалета, а другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Замечательно. Действительно, отменный рассказ. Правда? Животики надорвешь. Ну, скажи, всякие ты всегда был есть таким циничным сукиным сыном? Не, пока весь мир не где-то привез есть, меня и в Каэр заходите Морфи, в я был конюшню, наверное, очарователен. выгребайте сами, собирайте. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Напрямую на Какое воз. было наше предназначение? Это что, ты хочешь мне Я расскажу привезти тебе на о участок? предназначении. Я, ну если ты мне еще Мой там отец все был сделаешь на грядках, то Стоило ему может надраться, быть. он убил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он наконец сдох. Кто-то лезет ко мне. Один Черная раз рука наши мелькает. молитвы почти Она мне сейчас исполнились. подсыпет кокаина. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо накеров. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Чего? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Знаешь что, пойдем. Не нравится, что я говорю, да? Ведьмаку не пристало говорить такие вещи. Знаешь, что тебе еще не понравится? После испытания медальона я поехал прямо в родные края. Поблагодарить батюшку за все хорошее. Хочешь услышать, что я с ним сделал? Я думаю, он его убил. Прошу тебя. Я думал, ты хочешь честного разговора. Ну ладно. Сделаем вид, что все в порядке. В дорогу, дорогой Только товарищ. после свадьбы. Наши друзья ждут нас. Как бота успокоить? Слушай, никак бота не успокоить. Она все, если она пошла в разнос, то она уже не успокоится. Надо забрать мечи, а то ведьмак Без без пахаря? оружия, как без... Золотые слова, брат. Жестко. Ведьмаки, брать острые дубины. Они же и идти нормальные домой. тролли, что их убивать? Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. По голове себя бьет, что-то такое прям ой-ой-ой. Дурачина, я простофиля. Ты прав. Возвращаемся. Только после вас. Все, мы вернулись несколько часов спустя. Ра-та-та-ра-та-та-та. Ну, с велохвостами мы будем с вами заниматься, наверное, уже на следующем стриме. А сейчас... Нормальные тролли. Сейчас мы делаем сохраняшку. И делаем вот так вот, ребятки. И на сегодня мы с вами будем заканчивать. Почему? Потому что мы уже сколько? Мы уже почти 3 часика играем.
Вот так сделаю, буду большая. А то Хантер так и будет там негодовать, что я в маленьком окошке сижу, а не в большом окошке, да? Ты только с работы пришел, блин. Ну тебе надо скорее мыться, кушать и отдыхать. Угу. Ну и всем надо отдыхать по-хорошему. Завтра воскресенье. Всем надо отдохнуть перед тяжелой рабочей неделей предстоящей. У меня еще на следующей неделе будет холодно. Так что будем одеваться потеплей. На воскресенье нам должно быть уже потепление. А вот, к сожалению, до воскресенья будет такая себе погодка. Песенку перед сном. А какую песенку? Возможно, я не смогу, потому что у меня еще немножко есть проблемы с горлом. И пивун из меня такой себе. У вас тоже, Фрост, холодно? Ребятки, одевайтесь все потеплее. Одевайтесь. О, кстати, ту самую песенку Люсус, ты же всегда у меня требовал, чтобы я пела Катюшу. У меня тут не так давно, недели 3, наверное, назад. Ну как не так давно? 3 недели назад, это уже давно. Коллега приезжала на работу, привозила с собой дочку. И, значит, у нее дочку зовут Лиля. И она перед... Слушай, это было уже, наверное... А, нет, да, это недели 3 назад было. Они на 9 мая, видимо, в садике готовили Катюшу. И выступали где-то, пели. Ну, может быть, там какой-то детский утренник был или еще что-то. И, значит, давай сделаем вот так. Оп, чтобы этот сбор не мешал. Не бил по глазам. И она ходила, отвлекала нас всех от работы тем, что исполняла Катюшу. Она так забавно это пела. Ну, я пару раз, конечно, ей тоже поподпевала, но это было весело. Я сейчас не буду, наверное, исполнять. Извиняюсь дичайше, потому что некомфортно мне в горлышке. Я думаю, что навряд ли у меня получится нормально спеть. Тем более, мне очень сильно хочется кашлять. Я сдерживаюсь как могу. Сейчас пойду пить какую-нибудь вкусную фигню, горячую, и отдыхать. Ну все, ребятки, я была рада сегодня с вами провести этот вечер. Кому-то сладких снов, кому-то хорошего вечера, кому-то, может быть, доброго утра и отличного дня. Всем не болеть. Нельзя болеть, особенно мне. Все. Чмоки-чмоки всем в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Пока-пока.